Сегодня у нас на обзоре будет 4 водопада. Первый водопад у нас на сегодня Нилуксуан. В районе... Здесь я покажу, в каком районе. Здесь есть вывески. Есть еще одна вывеска. Но они такие старые. Они такие старые и написаны прям, я не знаю, красками... водостойкими красками, наверное. Ночью шел дождь. И вчера днем шел дождь, и вчера вечером шел дождь. Поэтому я надеюсь, что так как я еще утром проснулся, и мы уже на ногах с 5 утра, сейчас у нас 6:52, то есть уже, можно сказать, стартуем в 7 утра на первой локации. Это вообще замечательный тайминг. Специальный выпуск для тех, кто соскучился по водопадам. И потом нам останется посетить последний день на Бахоле, холмы Алишия и окрестности. Я слышу шум воды, ребята. Давненько такого не было. Давненько такого не было. Да, это оно. Он не такой большой. Даже он камни скользкие. Есть такие вот, я их называю, болотные разводы. Вот это из себя представляет водопад. Давайте пройдемся сначала наверх. Тут курочки бегают, местные, наверное, чьи-то. А я даже не знаю, как это. Это считается, что пересохло или нет. Вода, наверное, должна быть, во-первых, и здесь. Такого, видите, неестественного вида штуки, как будто бы. Что я имел в виду под неестественно? Вот такие бортики квадратненькие. Вот такая, даже не знаю, как назвать, дамба. Ну, такое чувство, как будто сам водопад уже прошли, да, там лучше не будет, скажем так. Искупаться здесь пока не представляется особо возможным, разве что ноги помочить. А там у нас уже... Сейчас приближу. Мост. Там нас уже ждет мост. Мы пошли уже по течению, и походу здесь нас ждет все-таки чудо, а конкретнее реально водопад, потому что, да, ребята, дождик прошедший сделал свое дело. Я сначала думал, что все, кранты пересохло, а по факту, смотрите, оп, оп. А по факту мы на водопаде на настоящем. Да, я думаю, здесь глубоко.
Хотя вижу просветы, когда свет падает. Вот видите, здесь уже немножечко окультурили. Также, я так понимаю, есть вот такие вот шатры. Возможно, здесь и взимают плату. Только сейчас людей нету. И как дела? Вон там бутылка висит. Написано донат. Донат на водопад наш любимый. Да, хочу сказать, что не пересох. Сейчас мы по колено зайдем. Оп, оп. Ладно, даже больше, чем по колено получилось. Вот, видите, отсюда, видимо, прыгают. Отсюда, видимо, прыгают ребята. Место очень хорошее. Именно здесь обзор. А хотел я вам показать вот здесь выдолбленные ступенечки. Оказывается, справа. Очень похоже на лесенку вот здесь. Сейчас, извиняюсь, скользко. Вот здесь вижу веревку. Но она такая тоненькая. Я думаю, она предназначена больше для помощи, чтобы залазить. Как бы не соскользнуть вниз. Вот здесь выдолбленные ступеньки. А еще у нас там есть пещера вроде бы. Там, по-моему, есть пещера, ребята. Так что давайте мы сейчас погрузимся. Вот они, зазубринки. Нормальные, не скользкие. Оп. Да, это веревка специально, чтобы подниматься сюда. Вот так. Наверное. Ну, я не знаю, если честно. О, нифига себе. Вот здесь вроде мелко, а вот здесь уже глубоко. Давайте сейчас с помощью веревки, как в Tomb Raider, пробежимся по скале и прыгнем. Вот здесь камень, примерно по пояс будет мне. И... реально по пояс. Вот. Прикольно. Пещера, оказывается, есть. Надеюсь, вам тут не слишком темно. Блин, прикольно. Вообще прикольно. Сверху капает вода. В больших количествах. Okay, I will get this one so that be careful there, be careful. Yeah, I see. I will get this. Difficult to take photo. To take photo not difficult. No, I recording video, no, not photo. Ломай меня полностью. Where is the way
to here? This part is Ага. closed Мгм. because dangerous landslide last 3 months ago. Мгм. No man can go there. I built a new path from in the road there around the mountain there. Then you pass there in the Okay. coconut. Okay, I You understand. Как там говорится, человеку с 2 тесаками в помощи не отказывают. Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Он мне показал путь, до которого бы я, скорее всего, наверное, сам бы не додумался реально. То есть заплатил ему 100 песо, показал он мне путь тут недалеко. Сейчас мы пойдем в обход, потому что, говорит он, там произошел оползень, и, короче, все, нет пути. Все завалено. А здесь что-то похожее на путь. Это у нас дорога, и сюда спуск вниз. Он долго и упорно, говорил мне, что не показывай это место и так далее и тому подобное. Нужен гид туда-сюда. Говорю, нет, типа, я вообще приехал сам все происследовать. Он такой, ну хорошо, я тебе покажу путь. С 2 ножами, с такими большими. Обосрался ли я? Нет, абсолютно нет. Хотя вид у него такой, диковатый. Тоже английские слова подбирал долго. Сейчас мы будем искать с вами место, как пройти к этому водопаду. Я так понимаю, здесь сейчас будет такой резкий спуск вниз. Здесь вообще кто-то живет или нет. Выглядит как заброшка. Да. Заброшечка. Внутри вон мусора много. Вещей каких-то. Ну, полы не гнилые, как бы. Доступно жилье, ребят. Заезжайте жить сюда. О, вход. Здесь, конечно, без пола уже, но комнаты вполне себе. Чувствую, сегодня попутешествуем мы знатно до этого водопада, потому что он очень высокий и уходит вниз на очень такое большое расстояние. Видите, да? Здесь уже речка начинается. Но он фигня с бортиками продолжается. Абсолютно дикие места. Я в восторге. Повсюду развешаны пакетики, я так понимаю, да, для мусора в основном. Чтобы люди здесь не мусорили. Кто их потом забирает? Хороший вопрос. Может быть, все-таки за этим водопадом ухаживают. Но идти до него достаточно долго, я хочу сказать. Я уже иду. Наверное, минут 10. Сейчас самое забавное было бы получить... Ты приходишь на этот водопад, и тебе там говорят: вход платный. А ты такой: я деньги не брал. И назад 15 минут потом пешком идти за деньгами. Фух. Официально это самый большой водопад, который я видел, высокий. Вау. Людей вроде нет. Вода вообще класс.
Офигеть. Мой байк стоит где-то вот там слева наверху. Фотки мы делали вон оттуда наверху. Давайте обойдем, посмотрим этот кемпинг. Вот, наверное, про вот эту дорогу он говорил. Здесь есть еще одна дорога. Что-то он там сказал по поводу оползней. Но доверяй, но проверяй. Мы попробуем забраться через нее. Все в таком уже обветшалом состоянии. Смотрите, даже спасательный жилет лежит. Порванный, да, вроде? Да нет, целый. Прикиньте. Можно спасательный жилет на халяву забрать. Но я таким заниматься, конечно же, не буду. Сейчас мы с разных ракурсов все это дело снимем. Здесь камни, здесь не глубоко. Там тоже. Сверху не прыгнешь, да? Вот здесь уже, возможно, можно. Также мы занырнем, пройдемся до туда, постоим там в водичке. Но это уже мы, когда камеру на себя прицепим. Не буду делать вид сбоку, буду делать сегодня вид из этого водопада с первого лица. С видом от первого лица. Ладно, не самая грязная, но... Ух! Ой, какие тут пространства большие, просто кайф. Здесь уже нет дна, не достаю. Немножко потоком воды сносит, но не критично. Вот здесь очень скользко. Вот оно. И поехали. Я, пожалуй, буду перемещаться сидя. Ага. О. С налетом водорослей. Ух. Природный душ. Ух. Не, дальше не хочу заходить. Тут уже склон такой. А так рядом живешь. Каждый день вышел. В бесплатном душе постоял. Классно, классно. Не самый лучший водопад. Мой фаворит пока водопад Келап-Келап. Кто бы что ни говорил. Вот там реально и пещеры, и водопад, эксклюзивное тихое место, и большой водоем, где поплавать можно. Пока фаворит. Да, дорога здесь идет действительно наверх. Сейчас будем смотреть на предмет оползня. Все это дело. Ух, наклон большой.
Ну, слушайте, я как бы выбрался. Получается так, что филиппинец просто с меня хотел деньги содрать. И содрал. Да. Landslide. Height risk. Когда-то, может быть, здесь и был оползень. Или риск оползня. Вот еще одна вывеска. Высокий риск оползня. Да, я как будто шел здесь, но чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже тропинка была. Какие вы шумные, ё-моё! Вон они, вон он ползет. Смотрите. Охренеть. Гигантский. Замолчал. Опять трещит. Он когда трещит, он вот так вот голову поднимает. Но может быть он же думал как лучше. То есть он местный, он понимает, что здесь небезопасно ходить. И просто решил меня немножко предостеречь. Ну а я как обычно такой. Ща все будет. И пошел тестировать. Да, вот здесь он мне прорубил деревья. Здесь есть лестница наверх и есть тропинка. Еще одно объявление. Вот он мне прорубил деревья для водопада. Говорит, фотографируй. Фотографируй, говорит. Но это, кстати, путь гораздо быстрее, чем там обходить. Так что давайте, смотрите, на свой страх и риск. Короче, можно было сэкономить 100 песо на этом гиде, но, возможно, я бы не узнал другой путь. Кстати, смотрите, так как водопад вот здесь начинался, мы знаете, что можем сделать? Мы сейчас можем посмотреть с водопада. О-хо-хо! Вот это контент! Такой я еще не снимал. Такой я еще вам не снимал. Видите, да? Ты что за жук? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Охренеть! Да, это жестко. От высоты аж голова начинает кружиться и зрение расфокусироваться. Отойду, пожалуй. Давайте с этой стороны. Да, здесь обзор получше, поинтереснее. Закат тут не встретишь, тут все в деревьях, но все равно интересно. Все. Вот такие лианы, они самые жесткие. Они вообще не рвутся. Они вообще не рвутся, не ломаются, смотрите. Вот ты его крутишь, крутишь, крутишь.
крутишь, пытаешься порвать, у тебя не получается. Еще у нас тут цена только за паркинг 25 песо. Вот, можно было где-нибудь за поворотом запарковаться, по идее. Так-то водопад типа бесплатный. По идее должен быть. Так что если вас привезли на такси, заходите бесплатно. Людей, думаю, не особо много. Но пару мотоциклов стояло. Но это может быть сотрудники, которые здесь работают. Потому что сейчас, извините меня, 9 утра. И вообще сейчас планируется по прогнозу погоды через час, через 2 часа дождь. Ну, я там людей вижу. Я максимально подготовленный, если что. Там справа у нас водопад, но сначала, как видите, у нас здесь это впадает вот в такую реку. Вода хоть прозрачная, но не совсем уж и это чистая. Ну, листочки тут у нас. Забота о природе. Наверное, когда... Фу, опять в ловушку попал. Смотрите, какой большой. Капец, он разноцветный. Что за черная вдова? Why are you running? Why are you running? Фу. Я в такую гигантскую паутину сейчас попал, просто не представляете. Вот. Здесь, когда большие дожди идут, здесь, наверное, тоже капает. Прилично. Сверху. По поводу купаться я не знаю. Вон еще, кстати, европейцы пришли. По поводу купаться не знаю. Но я очень хочу попасть наверх водопада. Очень хочу попасть наверх водопада. Так что мы, наверное, сейчас купаться точно не будем. А мы двинем наверх на водопад. Интересно будет найти путь на водопад. Как будто бы, да, здесь он есть. Видите, да, заброшенный какой? Но какое-то подобие лестницы здесь осталось. Здесь есть вот такой спуск. Ага. И он примерно на нашем уровне находится, даже чуть-чуть выше. То есть баян все это дело. Плюс здесь просто обзорная площадка. Но она уже в таком состоянии, в обветшалом. Хорошо, значит, нам надо подняться выше на дорогу. И там, видимо, спрыгивать с дороги, я не знаю. Да, похоже, тропинка. Смотрите, ребят. Все находится, если очень захотеть. Но здесь очень скользко. Ох. И паутины много.
Вот мы и дошли. Там сейчас все купаются. Устраиваем подкрадули. Аккуратненько. Оп-оп. Смешно. А где туристы-то эти европейские? Куда они делись? Где-то читал отзывы, что он типа считается довольно маленьким. Там куча прям людей. Целый этот, как его привезли? Целый мини-автобус, их местный, а-ля джипни. Вот такой вот тут у нас водопад. И он уходит, я так понимаю, в реку. Поиграем немножечко в Форт Боярд. Прямо здесь. Оп-оп. Вон она, ящерка. Я могу полностью мочиться, поэтому, ребята, мне не страшно ничего. Только камеру потерять. Соскучились по таким кадрам. Блин. Упал и меня сносит еще. Блин, здесь глубоко. Я не так хотел сюда попасть. Вот здесь будет поспокойней. Ой, блин, а здесь скользко. Здесь скользко. Я соскальзываю. Не может мужик так разговаривать, понимаешь или нет? Реально, блин. Полугомик, полудельфин. Черт. Ну ладно. Раз уж такая песня. Намочились уже полностью. Здесь, кстати, прикольно. Но я хотел вот там происследовать. Вот она здесь скатывается. Просто сказка, просто песня. Куда-то она туда уходит, по-моему, и туда. Давайте мы, наверное, вот туда сейчас переместимся. Аж по грудь ушел. А почему здесь-то глубоко, я не понимаю. Чума. А там вообще люди какие-то. Вау, здесь прикольно. А вот там вообще прозрачная вода. Пацаненок. Вот она, прозрачная. Там еще один водопад, или мне кажется?
Мы сейчас еще вон туда сходим. Смотрите, они тут что-то ныряют, ищут. 3 человека с масками. Прозрачная вода. Вообще класс. Ружье для подводной охоты кинул мальчик. Может быть, крабов ищут? Ну а кого здесь еще искать? А, я думал, он больше, а он маленький. Фу, подскользнулся, упал. Фух. О, кто говорит, что сухой сезон? Смотрите, воды просто дохерище. Нужно просто дождаться дождя. Дождя дождаться. А здесь как? Потом до туда плыть, там карабкаться, да? Спасибо. Ой, очень скользко. Я бы лучше, он туда прыгнул. Я бы лучше вот отсюда туда бы прыгнул, честно. Попытался бы, по крайней мере, да? Прыжки с места. Когда тренировали последний раз? И... Ух. Воу. Очень скользко. Соскальзываю. Вот сюда бы мне. Вот сюда бы мне сказал Егор. И шлепнулся в водичку. Ладно. Ой, ой, здесь глубоко, я уже не достаю. Фух, не достаю. Сколько всякой мошкары. Благо она тоже меня боится. Отлетают сразу от меня. Ух! С бортиком. Как будто в камне выщебли. Кстати, под камнем что-то может быть, типа пещеры. Вот там внизу. Видите, да? Здесь действительно есть маленькая пещера. Вот здесь. Она прям совсем небольшого размера.
Ладно, погнали обратно.